Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень интересная работа. Летний жакет. Почему летний? Это белый хлопок, слонимская пряжа. Очень простой такой узор. Очень простой. Я думаю, каждый с этим справится узорчиком. Вязание простое, ровным полотном. Мы с вами вяжем снизу. Вяжем, вяжем, вяжем до проймы. Вырез тоже очень простой, такой геометрический, как вся наша кофточка. А это вяжется всегда просто. Предлагаю посмотреть. Сегодня начинаем вязать такой интересный жакет. Он филейный, такой нежный, интересный, нарядный. Знаете, как можно его и в школу носить, а можно и как свадебный наряд сделать. Можно просто на лето, на любую футболочку, платье. Вариантов очень много. Нежный, ажурный летний жакет. Вот. Схема у нас есть. Для того, чтобы филейное вязание, в принципе, филейное вязание очень хорошо рассчитывается 1, 2, 3, 4 вот такими колечками, которыми я очень часто начинаю вязать. Прям очень легко считать филейные квадратики. 1, 2, 3, 4. Вот таким способом набираем цепочку, равную объему ваших бедер. И мы запасаемся маркерами и начинаем считать. Смотрите, я набрала цепочку и поставила специальный маркер. Вот у меня 2 колечка. 2 колечка это 4 филейных квадратика. 4 квадратика. Вот у нас узор начинается. 1, 2, 3, 4 филейных квадратика. Потом идет 6, потом 4, 6 и 4. Если перевести на колечки, то у нас получится 5 колечек узор. 5 колечек узор. И с одной стороны, и с другой стороны у нас будет заканчиваться 4 филейными квадратиками. Как я просчитала? Смотрите, я набирала. Вот, 2 я оставила. Это как будет как планочка у нас. 2 узорчика. Потом 1, 2, 3 это филейные квадратики. И 2 колечка это просто столбики. То есть узор вот состоит из 5 колечек. 5 колечек мы набираем. И по бокам 2 с одной стороны. С другой 2 мы не делаем. Здесь уже узор так и так вмещает в себя эти 2. И начинаем вязание первого ряда. Смотрите, первый ряд у нас идут просто столбики. Но мы, для того, чтобы было удобно считать, мы сейчас провяжем первый ряд. Так, 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Первый ряд я предлагаю связать филейными квадратиками, чтобы узор легко считался. Смотрите, в колечко столбик с накидом, воздушная петля. Между колечек столбик с накидом, воздушная петля. В колечко столбик с накидом, воздушная петля. Весь первый ряд вяжем вот так вот, очень-очень просто. Вот. 1, 2, 3, 4. Вот 2 колечка это 4 филейных квадрата. Это мы должны с вами знать для того, чтобы вместить узор. Первый ряд провязываем, потом будем распределять узор. Узор очень-очень простой. Узор состоит у нас просто столбики с накидом, филейные квадратики. Просто столбики с накидом, филейные квадратики. Вот такой простой узор у нас будет идти 1, 2, 3 рядочка. Провязали первый ряд. Это еще не узор, это подготовка к узору. Теперь вяжем очень просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков мы вяжем просто столбиками. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6 филейных квадратиков. Потом опять 9 столбиков. Как это выглядит? 2 воздушные петли подъема. Делаем 2, не 3. И вяжем. Это столбик. Считаем 1. Уже есть 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. 9 столбиков до маркера. Теперь наша задача провязать 6 филейных квадратиков. Воздушную петельку делаем и клеточки считаем. 1 клеточка, воздушная петля, 2 клеточка, воздушная петля, 3, 4, 5 и 6. 6. Теперь просто столбики. Первый столбик у нас уже есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть до маркера 9 столбиков. 9 столбиков и 6 филейных квадратов. Вяжем весь первый ряд, второй и третий. 3 рядочка вяжем абсолютно одинаково. Это у нас вот такой первый квадрат будет. Вот 1, 2, 3 рядочка. Потом меняем узор. Вот что получается. Красиво. Такая геометрическая простая форма узора. Лаконично. Нарядно. Вяжем дальше. 3 ряда провязали одинаково. Теперь меняем. В том месте, где у нас были столбики, мы начинаем вязать филейные квадратики. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Поворачиваем вязание. 1 столбик пропускаем. В следующий вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаем столбик с накидом. Наша задача провязать 4 филейных, 4 клеточки пустых, скажем так. Вот, провязали. Следующий узор будет такой у нас. 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петельки и столбик. Вот такое вязание получается. И еще разочек. 2 воздушные петельки, внизу столбик без накида, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. 1, 2. Повторяем 3 раза такой узор. Вот. И получаем вот такой узор. Вот он. На схеме это выглядит таким образом. В филейном вязании часто применяются вот такие вот интересные узорчики. Вот 2 воздушные петли, столбик без накида, 2, столбик с накидом. И в обратную сторону будут 2 воздушные петельки, то есть большая клеточка такая филейная, филейный квадрат пустой. А 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 эти квадратики, они будут все время вязаться одинаково. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6 рядочков вяжем филейными квадратиками, и между ними вот такие ажурные узоры у нас получаются. Вот. Что у нас получается? Дальше вяжем просто столбики, которые у нас были, мы их замещаем. 1 пропускаем, 2 вяжем. 1 пропускаем, вверху воздушная петля, вяжем, пропускаем, вяжем. И меняем немножко филейный узор. Что получается? Получается очень красивая картинка ажурного жилета нашего. Хотела показать. Начинала вязать я 2 воздушные петли, столбик без накида и 2 воздушные петли. Вот такая галочка в одном ряду. А в следующем ряду мы просто-напросто вяжем столбик в столбик, 2 воздушные петли и столбик в столбик. И получается вот такой ажурный узор. Наша задача была провязать 6 рядов ажура. И теперь мы меняем вязание. Довязываем наши филейные квадратики. Филейные квадраты я называю это столбик с накидом и воздушная петля. В филейном вязании
часто встречается именно вот такое вязание. Теперь смотрите, 6 рядов мы провязали, и мы меняем. Теперь наша задача: 2 воздушные петли связали, поворачиваем вязание и считаем: 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть мы опять меняем, да, вязание. 9 столбиков вяжем. И вот такие филейные квадратики. Филейные квадратики. Воздушная петля по центру, столбик с накидом. Воздушная петля теперь в столбик. Воздушная петля по центру. У нас должно получиться 1, 2, 3, 6 филейных квадратиков. А потом 9 столбиков с одним накидом. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мы опять с вами меняем вот такие филейные квадраты, но только на месте ажуров. На схеме это выглядит вот таким образом. Вяжем 3-й ряд узоров. Вот он. Столбики и филейные квадратики. 1, 2, 3. 3 рядочка вяжем. Точно так же, как в самом начале. Повтор идет. Повтор 1-го, 2-го ряда. 1-го, 2-го ряда. Вот мы сейчас провязали 1-й, 2-й. И опять начали вязать 1-й. Первый ряд мы вяжем только 1, 2, 3. Первый ряд узора. Второй ряд узора мы вяжем 6 рядочков. И просто их меняем. 1, 2, 1, 2. Вяжем до проймы сантиметров 40-45. Потом надо будет поделить вязание на спинку и наперед. И вязать все по отдельности. Я провязала ровным полотном. Это я усложила. Как жилетик будет наш смотреться. Ровным полотном провязала 40 сантиметров. 40 сантиметров теперь будем вязать по отдельности. Ровно на одном боку и на втором маркером выделила узор. У меня получилось 1, 2, 3 вот таких плотных узорчика и 6 на спинке. 3 по полочкам. Вот. И вот центральный узор мы не вяжем. Теперь ниточку я предлагаю отрезать. Вязать отдельно спинку. Туда и обратно. Сантиметров 20. Спинка у нас всегда длиннее, чем перед. А потом уже будем вязать полочку. После того, как мы разделили полотно отдельно на спинку, которую вяжем ровным полотном, на размер проймы. Сколько это? Размер проймы. Я провязала 20 сантиметров. 20 сантиметров провязала с того места, с которого начала, с которого распределила ровно спинку. 20 сантиметров. Вот у меня получилась пройма. 20 сантиметров. Потом я провязала отдельно полочку левую, правую. Здесь не стала показывать по рядам, потому что узор мы с вами знаем, а вязание я сделала абсолютно ровное. И вырез, как на картинке, с которой я вязала, вырез сделан такой геометрический. То есть никаких сложных, да, моментов здесь нет. Смотрите, провязала от проймы ровно 1, 2, 3. 3 раппорта узора провязала, поделила почти пополам вязание, оставила 1, 2, 3 узорчика, а 2 не стала вязать. То есть это у меня будет вырез горловины. Через сколько? Если я вязала спинку 20 сантиметров, впереди до выреза я провязала 10 сантиметров провязала. Часть вязать не стала и провязала плечо. Еще 2 раппорта узора. Спинка у меня на 4
ряда длиннее. То есть я узор не закончила, а на спинке полностью раппорт узора связала. Для того, чтобы спинка у нас была длиннее и было удобнее носить. Теперь наша задача только прошить плечо. И жакет в самом таком варианте готов простом. Конечно, у нас еще будет обвязка по всему периметру. И у нас будут рукава. Вот на данном этапе я хотела показать, что после разделения провязали ровно полотном 20 сантиметров спинку. Полочку 10 сантиметров провязали ровно, вот так вот. Вот оно у меня будет 10 сантиметров. Вот. После 10 сантиметров я выделила 2 узорчика для выреза. И на плечо оставила 3 узора. Все, теперь моя задача сшить плечо. Каким образом? Я всегда плечо сшиваю просто с обратной стороны столбиками без накида. Мне кажется, можно иголочкой, можно, может, каким-то еще способом, но мне кажется, это самый удобный способ, когда вы крючком, вот если воздушная петля, я подхватываю под нее, если это столбик, я с одной стороны беру столбик, с другой стороны столбик и провязываю столбик без накида. Опять, если арочка, столбик без накида. И вот таким образом я прошиваю все плечо. Вот оно у меня. Вот так получается. Шовчик с изнаночной стороны, с лицевой. Все красиво. Еще прогладим утюгом через мокрую марлю. И шва видно не будет. И вот на таком этапе я хочу закончить видео мастер-класс по вязанию жакета. Пока еще не совсем в законченном варианте. А на следующем видео мастер-классе покажу, как я хочу обвязать горловину. Еще хочу обвязать вот эти вот боковиночки, которые мы с вами не обвязывали. И как набрать рукава, связать. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Ролики там выходят практически через день, иногда и чаще. И предлагаю связать вот такую красоту летнюю, ажурную вместе. Это несложно. Узор легкий. До новых встреч!